Я твой новый виртуальный ассистент, а ты смотришь мобильный сериал «Шифроплан». О прошлом, настоящем и будущем интернета в России. Еще один прекрасный день в интернете. С чего начнем? Посмотрим мемы с котиками, новый выпуск Дудя или почитаем последние новости в Твиттере. Ой, а ты замечал, что картинки в Твиттере стали грузиться дольше, чем обычно? Дело в том, что работа Твиттера замедляется Роскомнадзором. Замедление – это вообще достаточно новое явление, потому что чаще всего доступ к неугодным ресурсам просто блокируется. Как это было, например, с крупнейшей социальной сетью для поиска и установления деловых контактов LinkedIn, которая насчитывает более 500 миллионов пользователей. 1 сентября 2015 года в России вступили в силу поправки к закону о персональных данных, которые требуют, чтобы персональные данные граждан Российской Федерации хранились и обрабатывались на территории Российской Федерации. Ох уж эти поправки, и тут они. LinkedIn отказался выполнять эти требования, аргументируя свои действия защитой персональных данных пользователей. Так вот, скорее всего, при попытке зайти на заблокированный сайт вы увидите ошибку номер 403, которая расшифровывается как «доступ запрещен». Но в последнее время все чаще можно встретить ошибку под номером 451. Она выдается в ответ на запросы к сайтам, которые заблокированы по запросам властей. Думаю, вы уже догадались, что номер 451 выбран не случайно и отсылает нас к научно-фантастическому роману Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Роман рассказывает об антиутопическом обществе, где все книги, которые заставляют задуматься о жизни, подлежат сожжению, а люди, способные критически мыслить, оказываются вне закона. Чтобы разобраться, каким образом доступ к тому или иному сайту можно заблокировать, нужно освежить в памяти, как вообще работает интернет. Название любого сайта, которое вы вводите в адресную строку вашего браузера, является его доменным именем. В свою очередь, каждому доменному имени соответствуют определенные IP-адреса. IP-адрес – это уникальный числовой идентификатор устройства в компьютерной сети. Да, абсолютно у каждого устройства есть свой уникальный адрес, будь то сервер, на котором хранится это самое видео, Wi-Fi роутер, раздающий интернет, и тот гаджет, на котором ты сейчас это смотришь. Так вот, чаще всего именно IP-адреса Роскомнадзор и вносит в свой реестр запрещенных сайтов. Затем провайдеры по всей стране закрывают к ним доступ. Конечно, самая известная история, связанная с блокировками в России за последние годы, это противостояние Роскомнадзора и мессенджера Telegram. Я могу найти по этой теме все, но думаю, что тебе будет интереснее узнать историю этого противостояния от живого человека, тем более от эксперта по блокировкам в России Филиппа Кулина. Филипп является автором сайта Escher2, который посвящен мониторингу реестра всех запрещенных сайтов на территории России. На данный момент Роскомнадзором заблокировано более 32 тысяч IP-адресов. Роскомнадзор, собственно, блокировал Telegram разными способами. Он изобретал все, что только мог изобрести в рамках тех инструментов, которые он имел. А инструменты он имел простые. Это список блокировки. То есть он мог блокировать или IP, или домены. Все, что мог Роскомнадзор делать. А сначала, понятно, да, заблокировал IP-шники Telegram. Telegram, значит, пожал плечами, поменял их. Роскомнадзор начал искать, как он меняет, да, систему, нашел систему, как он меняет. Значит, Telegram где-то брал их. Этот список как постоянно обновляемый. Роскомнадзор начал тоже там его брать и блокировать сразу. Telegram стал брать этот список через шифрованный канал. Хорошо, значит, Роскомнадзор тут пожал плечами, да, хорошо, не получается. Они, значит, видимо, и мы предполагаем, понятно, что я не сидел в Роскомнадзоре, это все предположение. Они сделали зонды, это специальные, видимо, мобильники. Они начали смотреть, куда, значит, обращается именно Telegram, с компьютера или с мобильного устройства. Так у них получалось, но поскольку Telegram пытался выловить Роскомнадзор, да, то у них это получалось плохо. То есть Telegram сегментированно менял IP-шники. Telegram действовал ровно последовательно, насколько он видел сопротивление Роскомнадзора, да, и он выкатывал какие-то новые вещи. Выкатил прокси, хорошо. Прокси начали ловить, он начал там протокол чуть-чуть поменял. Почему не удалось заблокировать Telegram Роскомнадзора? Тут несколько причин. Глобально это потому что, честно, да, наверное,
Политически этого было нельзя сделать, а технически Telegram мог просто взять и купить Роскомнадзор. Ну, то есть, я до сих пор не знаю, как Telegram умудрился сделать. Я считаю, что это их личная шутка. Они в мае, по-моему, 2018 года они умудрились раскочегарить Роскомнадзор, автоматику Роскомнадзора до того, что она заблокировала Яндекс и ВКонтакте. Это был час ночи. Ну, я не знаю, это легенда, конечно, рассказывает, что Усманов лично звонил Жарову в час ночи и говорил, это что такое? Возможно, это легенда, то есть подтверждения, естественно, нет. Ни Жаров, ни Усманов мне не отчитались. Борьба длилась 2 года. Причиной блокировки стал отказ передачи ключей конечного шифрования ФСБ. Закончилось в июне 2020, когда Telegram внезапно разблокировали. Что же произошло? В официальной версии сказано, что Роскомнадзор позитивно оценивает высказанную Павлом Дуровым готовность противодействовать терроризму и экстремизму. Мессенджер и правда активно боролся с ботами и незаконным контентом. Но недавно к стандартным способам блокировки ресурсов добавился еще один. Пришло время вернуться к Твиттеру и его замедлению. В принципе, подобное замедление стало возможно благодаря ТСПУ, что расшифровывается как технические средства противодействия угрозам. По факту, это специальные фильтры, которые государство устанавливает на стороне интернет-провайдеров. Эти фильтры пропускают через себя весь трафик сети и способны отличить пакет трафика Твиттера от любого другого. Важно отметить, что при этом система не видит само содержимое пакета. Проблема в том, что ТСПУ, они ставятся бесплатно государством вместо тех фильтров, которые сейчас стоят у провайдеров. И несмотря на то, что формально никакое законодательство не говорит, что они должны как-то особо фильтровать, по факту там получается серая зона, и ТСПУ это то, что будет фильтроваться, и мы будем знать, что, как, по каким причинам. И мы уже 2 раза это видели. Замедление Твиттера. Нет у нас в нормативном законодательстве никакого способа замедления. У нас нет нормативов по замедлению трафика. И никакого списка о том, что надо замедлять, не существует ни нормативно, никак. Но Твиттер как-то замедлялся. И я вот в своем канале сейчас прямо сторонюсь этой темы. Сторонюсь, потому что не потому что я против, не потому что я их не поддерживаю, но, к сожалению, я не готов рискнуть их поддержать. Но сказать я это должен. Прямо сейчас у нас блокируется с помощью ТСПУ, без использования нормативной законодательной базы Российской Федерации, у нас блокируется сайт умного голосования. Ха-ха, поверили? Надеюсь, что Роскомнадзор тоже оценит эту шутку и не заблокирует наше видео. Хотя, кто знает. Да, заблокированные сайты и приложения – это, конечно, неприятно, но выход есть. На данный момент большинство подобных блокировок и замедлений можно обойти при помощи VPN. Сейчас я просто и коротко расскажу тебе, что это такое и как оно работает. Сама аббревиатура VPN расшифровывается как Virtual Private Network или виртуальная частная сеть. Она служит посредником между вашим устройством и конечным путем назначения. Разберемся на примере. Допустим, вы со своего устройства пытаетесь зайти на заблокированный в России сайт. Возьмем тот же LinkedIn. Если просто вбить его в адресную строку браузера, естественно, у вас ничего не получится. Но если подключиться к VPN, то ваш запрос пойдет не напрямую к серверам LinkedIn, а использует своеобразный туннель через сервера в других странах, где этот сайт не запрещен, и вы получите к нему доступ. Плюс VPN не только дает доступ к заблокированным ресурсам, но и защищает ваши данные от тех, кто пытается узнать, что именно вы делаете в интернете, начиная от вашего провайдера и сайтов, которые собирают данные о пользователях, до государственных органов. Очень многие такие, VPN мы защищены. Нет, конечно, вы нифига не защищены, потому что VPN тоже можно заблокировать. Как он же куда-то, вы же трубу-то куда-то делаете, и если кто-то захочет заблокировать VPN, он увидит, куда эта труба идет, плюс труба, на ней написано «это труба». Большинство труб очень хорошо опознается, именно в плане на вид, то есть даже никуда, а просто на вид. Понятно, это VPN, и заблокировать его нет проблемы, то есть это не имба,
какая-то, но в принципе, пока борьбы прямо такой с VPN нет, можем пользоваться. Ну что, с блокировкой отдельных ресурсов и тем, как можно получить к ним доступ, мы сегодня разобрались. Но что будет, если интернет в России захотят отключить совсем? Ура! Мы уже почти досмотрели первый эпизод мобильного сериала «Шифропанки». Я буду очень рада любым комментариям, лайкам и репостам. А еще подпишись на канал, чтобы не пропустить выход следующих серий. Надеюсь, мы еще позависаем вместе. Ха-ха, позависаем. Ха. Надеюсь, к следующей серии мне наконец откалибруют чувство юмора. Отключаюсь.